Ребят, всем привет! Смотрите, наконец-то у нас пошел дождь. Любимый мой открывает ворота. Ох! Всем привет, а! Утро доброе, наконец-то у нас пошел дождь с утреца, прям хлынул вообще красотень. О! Ты уже сказал, куда мы едем? Нет. Так, мы выезжаем, мы едем в детскую поликлинику. Сейчас Леруську... Не, с ней все хорошо, все в порядке, не переживайте. Мы готовим ее к садику. Да, готовим ее к садику. Да и прививочки там какие-то нужно было сделать, доделать. Вот. Поэтому такие дела. Так, сейчас я ворота закрою. Потихонечку мы уезжаем. Погода, вот видите, ну не сказать, что сильный дождь, но он пошел. Он пошел, мы этому рады. Вот. Так, раз тема пошла насчет садика, сейчас опять пойдут вопросы, куча. Вот. Хотя мне вообще не хотелось бы слышать этих вопросов, потому что мы уже для себя все решили. Все Тем более я в посте все написала. Да, в посте все написано. Опять же, вы так написали, как будто ребенка, знаете, на растерзание кому-то отдаем, там непонятно, да? Тем более воспитательница, кто будет заниматься с нашей девочкой. Да, она знакомая наша. Это наша знакомая, да, поэтому все нормально, там человек с опытом. Все хорошо. И опять же мы вам поясняем, если, конечно же, она ей будет некомфортно, что она нам скажет по-любому, что вот так вот, конечно. Так вот плачет, приезжайте, забирайте. Нет, мы не это, лучше попозже отдать или что-то. Она же воспитатель, она тоже в этом понимает, понимаете? А некоторые, знаете, писали, что вот так за шквару взял, там как писали. Да. Взял за шквару, вашего ребенка за шквару выкинут куда-то. Отдали там чужой тете. Тете в угол, она там, я не знаю, чуть ли ему там. Я понимаю, что люди, вы многое видите по телевизору, что показывают, да, люди страшные и всякое бывает, да, это я ничего не говорю. Воспитатели бывают там неподобающего воспитания и относятся к своим детям не так, как надо, да. Вот. Но все же, мы как бы... Вы думаете, что мы своего ребенка просто так вот отдадим, знаете, так, без волнения, да, знаете? Вы думаете, мы не волнуемся, что ли, что он опадет? Ребенок идет не для того, что кто-то, знаете, писал, что вот он должен, может, что нельзя дома заниматься. Дело не в том, что дома заниматься. Мы и дома будем прекрасно с ней заниматься и учить ее. Нет. Ребенок социально должен быть развит. Он должен находиться среди детей, там, понимаете? Он должен проявлять себя как-то. Это нормально. Это с детства должно быть. Вот с Тёмкой, к сожалению, так получилось, что мы в том переезде, там да, место ждали, и практически он не ходил. Но мы его в частный водили садик, да, и практически он не ходил. И вот это очень плохо, потому что, ну, не знаю, с одной стороны, может, скромность и красить человека, ну, мне иной раз хочется, чтобы был он чуть-чуть, как бы сказать, такой шалуном таким, да. Да, на самом деле все будет хорошо. Еще раз я говорю, если будут какие-то трудности, конечно, мы ее не будем вводить. О том, что говорят, что дети болеют, но дети все болеют. Все дети болеют. У нас Тёма не ходил в садик, и он пошел в школу, и он болел каждую неделю. В любом случае ребенок будет болеть. Так, в общем, мы потихоньку подъезжаем. У нас детская поликлиника стандартная, правда, там, ну, врачей у нас нету. У нас нету специалистов, у нас нету психологов, там... невропатологов. Да, нет. этих никого нету, они бывают редко приезжают. Вот. Если есть, то отправляют к взрослым врачам вот, на обследование, на осмотр, а так только терапевт. И то терапевт у нас один, сейчас, по-моему, второй вот вышел, да? И то он на расхват, просто на расхват. Все идут к нему, соответственно. Не, ну поэтому многие же в Пятигорск едут, там хорошие специалисты, да? К ортопеду, там невропатолог и так далее, поэтому... А куда ты едешь вообще? Сейчас я развернусь. Я хотел с той стороны подъехать. Сладкая плакала. И манту сделали. Мы приехали. Моя. Сделали прививочку по плановой, да, еще 2 нужно будет сделать. Это кто там? А? Димыч. Димка. Фу, дождь льет, идет прям. Огород поливает, вообще чудесно. Кто-то писал, что там жара, у него конкретная засуха, так что я вам желаю тоже, чтобы у вас пошел отличный дождь и полил вашу землю, огород. О, да? Пойдем?
Пойдем? Пойдем? Так, все, пойдем мы переодеваться. Так, все, я переоделся. Чем мы займемся? Займемся мы чуток санузлом и пойдем мы в кухню-гостиную. Трубу я уже проклал. Так, прораб, заходи, красава, весь в работе, красава, да. Работать будем. Будем работать? Все, от души, красава, барян. Так, подвод воды я здесь сделал, все прокинул, все хорошо. Сейчас вот этот мусор по мелочи это я все уберу. Подмостя я отсюда выношу. Вот. Потом что мы делаем? Пеноплекс кидаем сеточку, мотаем контур теплого пола и выставляем маячки. И нужно нам будет сейчас это наша кухня-гостиная. Да, здесь завал, конечно, конкретный. Здесь ванна стоит, зеркала наши, шкафы, мебель и непонятно все остальное, да? Да, привет. Вот. В общем, что нужно будет? Нужно будет сейчас нам где-то определить, повесить бойлер наш электрический временно на стену, да, потому что нам нужно пользоваться им. Сюда временно перенести шкафчики, вот эти старые с нашей кухни, поставить мойку. Вот здесь у нас же канализация есть, под новую кухню я все выводил. Вот мы сюда временно все поставим, выведем, ну и соответственно и ванну скорее всего где-то здесь уместим временно. Ну ничего страшного в этом нету. Хотя если кто-то помнит, как-то я помню в роликах еще в старых домах, возможно, это коммунальных домах было. Я не знаю, не у всех, конечно, так было, возможно, прям площадь была, и у многих ванна стояла на кухне. Вот это я прям вот вспомнил. Не, но у нас такого не будет. Это если будет, то временно, так что не надо тут сейчас начинать говорить. Вот, поставим. Потому что потом, чтобы мне лишний раз не бегать, я начну же потом гардеробной комнаты, соответственно, вот эта вся стена, она будет сноситься вся стена, убираться старый туалет. Туалет, кстати, к этому времени я перенесу и поставлю уже в санузел, он будет там. И все, и займемся мы вот сейчас нашей кухней. Это будущая гардеробная. Соответственно, мне нужно будет посмотреть. Возможно, я вот здесь проем вот этот дверной, я его расширю. И все, зачищаем стены, все стандартно. Убираем вот эти шкафчики, я же говорю, их туда временно сейчас повесим. Вот. И нужно будет написать заявление газовикам уже. Это подвод у нас был под газовую колонку. Вот он, и под газовую плиту. Этого у нас не будет. Это нужно будет, кстати, менять проект. Да. По проекту, даже если вам просто нужно отрезать трубу, вы в ней не нуждаетесь, это опять же меняется проект. Вот, я даже не знаю, сколько по деньгам это выйдет, но в любом случае эта труба не нужна, она будет здесь обрезаться. В общем, есть чем заниматься, работы много, и это хорошо. Да? Барян, работать будем? А? Будем работать? А? Ну что, черного кота проучили мы? В общем, задачи поставлены, цели намечены. Работы, конечно же, много. Многие говорят, ну мы думали, вот санузел и все, и потом, а ты уже начнешь. Ребят, нет. Кстати, опять повторяются вопросы, уже сделай ты какую-нибудь комнату. И, ребята, еще раз объясняю, пока все черновые работы не будут произведены, никакой речи не идет о чистовой отделке, никакой речи. Потом опять мы пошли поэтапно. У нас же везде остались старые батареи, если кто помнит, да. Вот, нужно будет их срезать, эти места нужно будет заштукатуривать, это все опять зашпаклевывать, все чистить до нуля, пока мы все финишно не прошпаклюем, это все не зачистим. До этих пор мы отделкой вообще не будем заниматься никакой. После этого только мы будем заниматься, скорее всего, санузлом, класть плитку. Опять, ладно, разговоры это разговорами, это мы можем потом поговорить в конце ролика, если кому интересно. Вот. А сейчас займемся работой. Так что, как всегда, будет интересно. Вам приятных просмотров, а мы погнали.
Наталья сказала, мы ремонт делать не будем. Будем праздновать новоселье. Сейчас бойлер поставим и все. Да, он крепко стоит. А? Он крепко стоит. Кто? Бойлер. Да, нормально. Да сейчас пару этих. Высоко не будем, где-нибудь здесь сейчас повесим. Пару анкеров кинем. Холодную я уже все вывел, уже водичка есть. Ух ты, ну все есть. Вот, вода есть, все хорошо. Это отлично. Что нам надо? Бойлер кинем. Всю ту связку, что есть. Страшно, да, это все. Я объяснял утром, что раньше в фильмах, в этих, ну или может квартиры были, коммунальные эти были. Коммунальная квартира, да, называется, или как она? Угу. Вот, коммунальная, ну где кухня общая, да? А в маленьких квартирах у многих, ну как, не у многих, я говорю, да? Я в фильмах даже видел, что на кухне ванна прям стояла, ну там же и купались. Сейчас у нас будет то же Да, самое. у нас, ну это временно. Не, ну а ванну туда, это сюда. А по сути мы его больше никуда не можем поставить, эту ванну. Ну понятно, что сейчас ванну-то залить пол, потом гардеробную все сломать, все сделать, поэтому нам надо временно сюда все перенести. Да, и пыль, не пыль, там же кухня. Мы здесь будем все занавесим, и все, нам же нужно, я уже объяснял, что нужно трубы будет заявление подавать, чтобы нам обрезали это все. Вот, поэтому, ну ничего. Зато у нас теперь такая просторная кухня. И ванна. Ты не видел ванну 35 квадратов? А? В общем, сейчас повесим и будем. Работа пойдет. Пойдет, и я планирую сегодня все вынести из дома. Все вообще. Просто посмотрел. Инструмент, пеноплекс, там металл, лес, я не знаю зачем. Вот буду под навесом это все складить, оттуда лучше буду брать. Тем более я сейчас там ближе буду работать. Это уже все равно надо все выносить отсюда, потому что это хлам здесь захламлено. Это вообще просто хана. Леркина комната вся забита, я вообще не знаю, что там. То профиля какие-то там, вообще непонятно. В общем, сегодня тут глобально перестановка будет, перестройка. Начнется уже, наверное, завтра. Может, сегодня. Посмотрим по времени, как идет, потому что уже туда-сюда уже полдня полетело. Пока мы съездили, прививку сделали. В общем, ладно, мы погнали. Так, в общем, здесь на кухне завал конкретный, здесь вообще что-то творится. Вот, что-то я так увлекся и забыл все снять, как я отсюда все выносил. В общем, ну это прям попросторнее стало. Это покрытие от ламината, там, в общем, мусор, не мусор, что нужно будет, это все нужно будет выносить, выкидывать срочно, все почистую. Соответственно, мы будем срезать наши батареи. Батареи их надо будет тоже убирать. И наконец-то мы зальем пол, спрячем все вот это. Посмотрите, что здесь творится вообще. Все вот это мы спрячем. Вот эти все трубы, их тут просто, я не знаю, очень много. Единственное, мне радует, что здесь залит пол. Здесь уже хорошая стяжка залита. Если я не ошибаюсь, там предыдущие хозяева говорили, что они здесь заливали. Здесь вообще был пол деревянный. Вот.
Хлама очень много, весь инструмент нужно будет разбирать, потому что его скапливается просто. Блин, тихо. Тихо. Ты чё? Ты чё? Ты чё, а? Подлиза, Где? Это? Подожди, куда? Ты сейчас мне все тут растащишь. Это реально все. Надо. Да подожди ты. Подожди. Чё ты дыркуешь? Все. Так, все стоять. В общем, все вот это нужно будет убирать здесь. Завалы, что лишние, коробки все убрать, раковины вот эти старые, разгребсти весь инструмент. Там еще шкафчики достать, вынести, двери старые, все это нужно убрать будет. Завал вообще нереальный. Прямо вообще. Да все. Ты что, меня год не видела? А? Так, все, щетки не надо тут этого. Сейчас ты мне тут все разгребешь. А? Все, место. Так, тихо, сидеть. А? В общем, мы погнали дальше. Да, погнали. Так, в общем, не пугайтесь, но тут полная хана. Чубимка. Тут вообще завал, что тут творится. И то это я еще не все вынес, и это я вообще в шоке, как это вообще могло все в доме находиться, держать. Ну тут в основном инструмент, стройматериал, ну и конечно же пустые коробки, всякая всячина, которую нужно было давно пересортировать и убрать по своим местам. Это называется тогда, когда у вещей нет своего места. Вот так все и происходит. Сегодня здесь положил, завтра там. Вот все накапливается. Я сейчас все посортирую, здесь сложу аккуратненько под навесом. Что мне надо, буду отсюда брать. В дом не буду нести, потому что мне туда-сюда. И все равно это нужно будет все выносить. Потому что уже начнется скоро чистовая отделка. Да? Ты тоже в шоке? Блин, аж стыдно за это. Фу, вообще хана. Похолодало, кстати, прям после дождя. Вот и дождь наконец прошел, все отлично. Кстати, надо будет на огород сходить, посмотреть. Там черри созревали, я их не собрал. Надо было мне их собрать. Двери надо будет тоже занести. У меня уже дверей этих, если честно, я даже не знаю, там на штук 5 куда-нибудь применю. Не, бинка тебе нельзя. Ты мне уже собрал тогда помидор от души. Свежо. Вот эти желтенькие надо, а черки вон уже красный. Их уже надо собирать. Вот они уже переспели. Вот они, надо вовсю уже они. Здесь гусениц вроде уже нету. Не наблюдаю. В общем, сейчас соберу их. Уже эти подоспели.
И розовых. Розовых тоже немного. Вот. Вот так. Вот тоже покрупнее. Вот так. Сейчас мы... Когда они прям доспевают, они прям вообще ароматные. Это уже лопается. Уже от жары, наверное. Сейчас. Вот они. Пойдут на салатик. Будет вкуснотища. Мини-розовый. Вообще не пойму. Это же на черри растет. Что за сорта мне понадавали? Я вообще не пойму. Вот. Так. Вот этот еще возьму. И ладно, вот этот. Эти краснючие. Прям вон они. Красавчики. Вот это. Ой, он уже лопнул. Уже пора было его, он уже переспелый. Чуть болгарка это, наверное, дождем повалила. Чё себе. Вот. И один оторвался. Или оторвал кто-то. Не пойму, ладно, ничего, на салат пойдет. Что? Нет, ты сюда не пойдешь. Хватит. Ты уже разок садила. Спасибо тебе. Ну, ладно, пусть чуть повисит. Вот эти возьмем, наверное. Уже пора им. Красненькие возьмем. И вот это что-то я снизу забыл. Прям лежат они. Что? Опять я тару маленькую взял. Надо было побольше. Так, огурчики тоже уже кое-где доспели, надо было тазик брать. Синенькие прям сильно идут, тут их уже опять надо обрывать. Сейчас. Чуток тоже срывал, маме отвез. Ой, этот запутался, вот уже опять можно жарить. Вот уже свеженькие подошли. Хорошо. Эх, не помещается уже. Я вообще думал черри только нарвать, а тут уже, оказывается, и остальное подходит. Урожай. Ух ты! Ничего себе он вырос. Вот он. После дождя как пошли. А? В рост. Прям бегом аж. Что за дырки? Что, опять гусеницы, что ли, пошли? Да ладно. Как они... А, вот они, реально. Как они, падлы, достали. Смотрите. Опять пошли. Опять надо травить. Я не знаю, как их травить. Что, каждые 3 дня травить их, что ли? Это вообще не дело. Так, ну все. Чуток собрали и пойдет. Снизу пошли. Прям смотрите, как вообще один на одном. Пасынки пошли. Прям хорошие, молодые. Ну пусть растут. Пусть растут прям. Да, вообще хорошо. В огуречках все. Замечательно. Нормальные сорта брать, нормальные гибриды. Те же помидоры, огурцы. И будет все хорошо. Да. И время, конечно, больше нужно этому уделять. Потому что когда ремонт, стройка, не всегда все успеваешь. Вот. Кстати, некоторые огурцы, которые там старые, погибли. В общем, проблема была в стволе, в корнях. В общем, когда я выдергивал корень был съеден какими-то червями, я не знаю, поэтому нужно тоже будет обрабатывать все это вот дело, поэтому чтобы вот так не погиб он. Так, ладно, сейчас заберем и все. Синенький тоже сегодня, наверное, соберем. Пойдет. О, как свежо, хорошо. Одно удовольствие работать. Что? Ты бардак это устроила, а? Сейчас будем убирать. Фух.
говорится, огород огородом это хорошо. Хорошо, когда есть свежая зелень, овощи, фрукты. Ну, фруктов у нас тоже много, можно поехать куда и набрать им. Кстати, вот это посмотрел я, что слива я вам говорил, помните, набирали, мы ездили. Кстати, где-то недавно я смотрел ролик, и там вот именно вот один в один была, но это не слива. Женщина говорила, что это какой-то сорт краснодарской алычи, да, вот этой крупной. Вот, ну я не знаю, может права она, не права. В общем, суть не в этом, суть, что компот с нее просто бомбически получается. Тот желтенько ложу вишни и вообще Лерусь, котенка пьет, а мы сами от души вообще прям. Вот. Поэтому сейчас пойдемте разгребем ту большую кучу. Нам нужно будет все раскласть по своим местам. Говорится, ремонт ремонтом. Заодно чуток отдохнем, сменим обстановку. В случае в конце ремонта нужно будет все модернизировать. Делать какие-то полки. Гаража скорее всего не будет. Я его буду разбирать и возможно сделаю чисто какую-то мини-мастерскую, где будет весь инструмент храниться. Там, возможно, поставлю там тиски, что-то там такое, знаете, своего рода, ну, для дома, чтобы пользоваться. Может, циркулярку какую-нибудь небольшую. Вот. А гараж, в принципе, он не нужен, если будет навес, машина будет под навесом. Тут лишнее место он только собирает и все. А его место, я не знаю, куда-нибудь площадь полезно мы используем. Да, возможно, отведем под хозяйство еще дополнительно. Вот, но это чуток попозже. Ладно, много не разговариваем, мы погнали, я в душе поработаем. Вы с нами, точно уверен, и это замечательно. Погнали.
закончил. Навел более-менее порядок. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Да-да. Бимка. Бимка. Ты тоже работал, а? Собака работала только. Умная. А? Работала? Что ты сразу ложишься? А? Рассказывай. Все нормально. Пойдем. По крайней мере, уже понятно, где что лежит, более-менее. Вот. Даже обнаружилось то, чего не было, да? Чего-то прям много стало. Особенно маяки. Маяки, я думал, у меня их нету. Они, оказывается, в профиле железном. Вот здесь их полно. Еще лежало. Здесь пачка, там пачка. Вот оно как хорошо. И покупать не надо. Вот. Инструмент здесь так более-менее сделал. Уже понятно там, где очки, зарядки, ключи, саморезы. Варя, ты пришел? А? Ну что ты, проверил? Все нормально? Все посчитал? Все на месте? А? Ничего не пропало? Барян. И что там у тебя ушки? Ушки на макушке. Что не хватает? Профилей? Продал? А? Что, извини. А? Все потом нужно будет куда-то избавляться. От этих кресел старых. Мойка. Здесь это железо. Только уже живой уголок растет. Да. Надо его выдергивать. Конечно, смотрится прикольно это, но не тутовник. Он разрастается, потом вообще его не вырубишь. У мамы так разросся, надо будет его срезать, потому что прет к проводам. Да и вообще не нужен, он такой сильный, корни там и фундамент могут поднять, и вообще что только не может случиться. Так, труба осталась, моя как раз на контура теплого пола пойдет, но у меня там еще остатки есть. Мои мойки, пылесос, проводка. В общем, все по электричеству, ну, раскидал куда надо, где что нужно, чтобы потом не искать. Грибки, там вот это надо будет только раскидать, там саморезы, вот это все, что было рассыпано, так в один все закидал. Вот. Ну, это мне уже скоро понадобится. Водопровод, канализация, да, Барян? Что? Все, посчитал? Молока будешь? Будешь молочка? А? Заслужил? Пойдем? Пошли. Пойдем. Погнали. Пойдем. Марьян молочко пьет, так что все посчитал, сказал, все доложил, все нормально, все четко. Даже излишки есть, так что хорошо. Так, это наша кухня была, да, где мы здесь обедали, кушали. В общем, состояние у нее такое плачевное. Этот шкаф нужно будет снять, я уже говорил. И вот эти трубы нам нужно будет, ну не нам срезать, газовики будет срезать, а нам нужно будет срезать вот эти трубы отопления старые везде. Вот эту обшивку все снимать, стены зачищать. Эту стену мы рушим вообще полностью. Вот тем самым ее расширяя. Трубы это у нас теплого пола, отопление. Чего здесь только нет. Все, эту разводку мы тоже все сделаем. К нашей коллекторной группе мы подсоединим. Здесь зальем тоже теплые полы. Вот, но стяжка здесь хорошая, я уже говорил. Вот. Место уже так нормально, просторно. Так, это Леркина. Вот тут эхо такое вообще тут. Леркина комната, из нее тоже все вынес, потому что уже ничего это не нужно. Да ее уже готовить тоже нужно под чистовую, сдавать. Вот эти батареи старые нужно обрезать и вот здесь зашпаклевать. Ну, вот это старое поубирать все. Это электропроводка, это розетка у меня выведено. И уже под радиатор у меня уже труба тоже есть. Вот, нужно будет все сюда поместить. Но радиаторы потом, в последнюю очередь, когда ламинат закину, тем более сейчас лето, тепло, хотя уже прохладно стало. Ну и отшпаклевать нам, сделать подрозетники везде, где они есть. Вот. Плесени нету, сейчас скажут, что опять плесень. Нет, это старая черная, нету. Я тогда все вывел, и все хорошо, нигде ее нету. Вот.
где она не проступала. Стены это просто черные, замузюкали. Когда я заливал. Прораб, иди сюда, иди. В общем, комната такая, я вам скажу. Вот это самая любимая моя комната по параметрам. Она и небольшая, и не маленькая. Вот. Здесь, конечно, тоже еще нужно будет поработать. Ну, подготовим финишную, все зашпаклюем. Вот, а потом уже начнем, как говорится, фантазировать, все делать. Сегодня было как-то так, мы поработали от души, хотя мы должны были заниматься совсем другими делами, санузлом, вот, подготавливать там под теплые полы, да и вообще нужно их уже заливать. Но ничего, так тоже бывает, потому что нужно наводить порядок. Я вышел, как-то посмотрел на все это, и мне, конечно, не понравилось. Тем более не сегодня, так завтра нужно было это сделать. Так чем скорее, тем лучше. Уже свободнее, все хорошо, все видно, как, где, что, все просторненько. Пространство есть. Да. Бимка, ты что, баряна обижаешь? Вот. Порядок, он нужен порядок, везде, каждой вещи нужен свое место, иной раз порядок нужно и навести в голове тоже, да, когда будет и там порядок, это будет вообще полная гармония, такое спокойствие в душе, чего я вам тоже желаю, надеюсь, вы тоже замотивировались и пойдете тоже что-нибудь сделать, а может даже круче, что прям вообще там пыль летела столбом и вообще потом просто была красота неописуемая. Вот, поэтому я сегодня доволен, даже хорошо, что меня занесло не туда, не, оно занесло прям туда, возможно, прям куда и нужно было, баряшка, вот, поэтому ничего, такие дни нужно тоже устраивать, немного я отвлекся от ремонта. И это было тоже неплохо. Мне понравился результат. Я нашел много нужных мне вещей, которых не было, и они обнаружились. Это кто пришел? А? Кто пришел? Ты проснулся? А? Ты проснулся? А? Красавица, опять носик ударила. Сейчас бегает она, вовсю бегает, да? Кто там? Кто там, маленькая? Ты спала? А? Вкусная девочка? Что такое? Кто тебя обидел? Тебя кто-то обидел? А? Кто такой? А? Все обидели? А? Как дела? Сладко. Будем вместе заканчивать. Так, друзья, многие из вас пишут: ой, слава богу, что мы вас нашли, мы вас потеряли, там этот. Ребят, кто еще не знает, мы же открыли второй канал, да, Домик у озера. Если кто еще не подписан, кто хочет к нам в одну лодку, нашу большую, такую дружную, классную, душевную, то, пожалуйста, подписывайтесь, переходите к нам. Ссылка на канал будет внизу в описании под видео. Да, под видео. Переходите, смотрите, у нас там видео намного чаще выходит, да. Также, если кому интересно, у нас есть наш инстаграм, можете туда тоже подписаться, писать. Я стараюсь прям всем отвечать, да? Пойдешь? Не хочет, маленькая девочка, не хочет. В общем, да. Так ты пойдешь или нет? Сегодня, ребят, было как-то так, поработали от души. В общем, наверное, будем заканчивать, как всегда, на хорошей, на такой вкусной ноте, да? Моя вкусняшка. Вот, и, ребята, я вам всей души тоже желаю всего самого хорошего, чтобы вы тоже вышли, навели порядок везде, возможно, тоже даже и в голове, да? Чтобы у вас прям перло от работы, чтобы вы были... Да, она говорит, чтобы вы были живчиками, красавчиками, красавицами, чтобы все у вас было хорошо. От всей души мы вам этого только желаем. В общем, как всегда, надолго не прощаемся, скоро увидимся. Да, самое интересное у нас только впереди, да, самое хорошее только начинается. Да, Булька, да, скажи пока всем. Пока. А ты что, стесняшка? Пока, скажи. Пока.
как всегда, надолго мы не прощаемся. Скоро увидимся. Всем счастливо, всем пока. Пока.